Добро пожаловать на канал Рецепты из тетради. Сегодня я предлагаю приготовить знаменитые Käsespätzle, что переводится как сырные шпецли. Это блюдо часто называют немецкими макаронами с сыром. Несмотря на то, что название звучит экзотично, готовятся они из самых простых продуктов, которые наверняка уже есть у вас на кухне. Начнем с основы, то есть теста для самих шпецли. В глубокую емкость просеиваем 100 граммов муки. В муке добавляем щепотку соли, а затем сюда же добавляем одно яйцо, у меня категория S0. Я рекомендую сначала слегка взболтать яйцо прямо в муке, а уже потом влить 50 мл воды комнатной температуры. Теперь просто замешиваем тесто с помощью вилки, венчика или миксера. Здесь важно добиться правильной консистенции. Мы не делаем тугое тесто, как для пельменей. Нам нужно получить достаточно жидкую, тягучую и абсолютно гладкую массу. Поэтому перемешиваем тесто тщательно, пока не исчезнут все комочки. В итоге у вас должно получиться тесто примерно вот такой консистенции. Когда тесто станет однородным, накрываем емкость пищевой пленкой и оставляем на столе примерно на 20-30 минут. За это время клейковина расслабится и наши шпецли будут лучше держать форму при варке. Пока тесто отдыхает, ставим на огонь кастрюлю с водой. В воду обязательно добавляем соль по вкусу, а затем доводим ее до кипения. К этому времени тесто для шпецли уже отдохнуло и стало более эластичным и гладким. К слову, тесто может отдыхать и дольше, но в холодильнике и не больше 10-12 часов. Но вернемся к шпецли. Для формирования шпецли я буду использовать обычный дуршлаг, хотя в Германии для этого, как правило, используют вот такую специальную терку. Но если ее нет, то вполне подойдет дуршлаг с крупными отверстиями, пресс для картофеля или обычная крупная терка. Перекладываем наше отдохнувшее тесто в терку или дуршлаг. Проверяем, закипела ли вода. И устанавливаем дуршлаг с тестом над кастрюлей с кипящей водой. С помощью лопатки или ложки аккуратно протираем тесто через отверстие. Как вы видите, маленькие капельки теста падают в кипяток и сразу же схватываются, превращаясь в мелкие макаронинки. Сразу скажу, что шпецли варятся очень быстро, поэтому здесь медлить нельзя и протирать тесто нужно очень быстро. Как только шпецли всплыли на поверхность, они готовы. Достаем их шумовкой из кипятка и сразу же перекладываем в заранее подготовленную емкость с холодной водой. Это остановит процесс варки и не даст им слипнуться. После этого процеживаем их через сито и даем лишней воде полностью стечь. Теперь займемся соусом, но сначала приготовим хрустящий лук. На сковороде растапливаем 20-30 граммов сливочного масла. Затем берем примерно 100-120 граммов лука, нарезаем его тонкими полукольцами и выкладываем в разогретое масло. Периодически помешивая, обжариваем лук на среднем уровне нагрева. Главное не спешить и не оставлять лук без присмотра. Нам нужно добиться глубокого насыщенного коричневого цвета и той самой характерной карамельной сладости, и при этом не передержать лук, чтобы он не сгорел. Когда лук станет золотистым и хрустящим, достаем его из сковороды и выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Масло в сковороде сохраняем, оно нам еще пригодится. Теперь приступаем к самому вкусному сырному соусу. В ту же сковороду, где жарился лук, вливаем 120-130 мл сливок. Желательно жирных, я использую 30%. Снижаем огонь до минимума, чтобы сливки не выпарились, и добавляем специи. Половину чайной ложки мускатного ореха, по вкусу соль и по желанию молотый черный перец или, как в моем случае, смесь перцев. Перемешиваем будущий соус и доводим сливки до легкого кипения. Теперь отправляем в сковороду наши готовые шпецли и аккуратно перемешиваем, чтобы каждая макаронинка покрылась сливками. Как только шпецли немного прогрелись, отправляем в сковороду 100-120 граммов сыра эмменталь, который предварительно необходимо натереть на терке. Этот сыр отлично плавится и обладает приятным ореховым послевкусием.
Продолжаем помешивать шпецли, пока сыр полностью не расплавится, превращаясь в тягучие аппетитные нити. В принципе, шпецли можно подавать уже сейчас, просто посыпав их хрустящим луком. Но я очень рекомендую сделать еще один шаг для идеального результата. Перекладываем массу из сковороды в форму для запекания. Слегка выравниваем поверхность и сверху добавляем еще немного тертого сыра. Отправляем кейзи шпецли в духовку буквально на 5-10 минут, просто чтобы сыр сверху расплавился, а шпецли впитали в себя сливки. Достаем готовое блюдо из духовки и сразу же, пока оно еще горячее, подаем к столу. Только не забудьте перед самой подачей украсить кейзи шпецли нашим золотистым хрустящим луком. Для свежести можно добавить немного рубленого зеленого лука или, для более изысканного вкуса, мелко нарезанный шалфей. Кстати, принято считать, что шпецли из одного яйца – это ровно одна порция. Но, честно говоря, блюдо получается настолько сытным, что из этого количества ингредиентов выходят 2 полноценные порции для взрослых. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!